Всем привет, ребятки! Вы находитесь на канале FIFA by Girl. Очень рада вас видеть. Присоединяйтесь к этому ролику. Это ролик о молодых талантах. Я решил разбить его на 3 части. Соответственно, первая часть — это линия обороны. Там вратарь, ЦЗ, ЛЗ, ПЗ. Ну, ЛФЗ, ПФЗ еще так же. Ну, вы поняли. Вторая часть будет попозже. Ролик выйдет нам линия полузащиты. ЦП, ЦОП, ЛП, ПП, ЦАП. И третья часть, соответственно, логично, это линии нападения. ЛФА, ПФА, ПФД, ЦФД, ФРВ. В общем, все, что именно линии атаки касается. Я решила разбить на 3 части, потому что, он будет очень затянутый. Зачем это надо? Ролик пойдет о молодых талантах FIFA. Да, возможно, вы уже их всех выучили, но я там что сделала? Большую такую работу достаточно провела. Во-первых, их всех изучила. Во-вторых, посмотрела их потенциал на сайте. Всех выписала, посмотрела, и чтобы вы не заморачивались, возможно, вам надо будет просто знать их рейтинг и цену. Если вы только начали фифу, да, допустим, карьеру, а если вы уже вовсю играете, то просто учитывайте, что какой-то возраст у них прибавляется, да, соответственно, им было 19-18, стало 20-21, все логично. Мало ли, может быть, вы про кого-то не знаете, а там большой список достаточно огромный, я бы сказала, и вы захотите кого-то подписать. Потому что не всегда надо брать сразу дорогих футболистов, у которых уже рейтинг около 80, да, там 76, допустим, который разовьется до 81. А можно взять рейтинг 69, и он тоже до 81, даже и 82 плюс разовьется. Но опять же, это все индивидуально, по вашему желанию. Еще один момент сейчас и приступаем. Я там прокрутила сезон на полгода вперед. У кого-то был возраст 19, стал 20 лет. Это нормально. У кого-то остался прежним. И плюс там, кто в какой команде был, мог в аренду уйти или продать. То есть вы не обращайте внимания на команды, вы смотрите чисто на имя игрока. Вот, в принципе, и все. Даже если какая-то проблема с этими амлаутами, с этими апострофами, просто запомните, из какой он страны, и найдете. Это если вы ведете, наверное, карьеру не за самый топ-клуб, а вам надо развивать, у вас есть время на это, развивать игроков своих и покупать недорогих. Либо вы хотите звездочку какую-то взрастить. Ну что ж, а теперь полетели. Я все выписала. Вот здесь у меня все есть. Но это не все. У меня еще вот здесь также присутствует. У кого был рейтинг 79, я их убирала, потому что там у двоих был 79. Это не то. Нам надо 80 и выше. И плюс еще я записала от 16 до 20 лет. Но некоторые там попадутся 21 год, 22. Это просто потому что, это топ-игроки. У них отличное будущее, и я решила их записать, просто они мне симпатичны. На это не обращайте тоже внимания. Итак, ребята, у нас тут есть из киевского «Динамо». Привет, Украина. Нещерет. Наверное, так фамилия читается. Я извиняюсь, если я не так называю. Я его не знаю. Руслан Нещерет. 66 рейтинг, 190 сантиметров рост. Смотрим его показатели. Все желтенькое. Нажимайте стоп-кадр, если вам интересно. Потому что мы будем бежать вперед. Здесь, никаких талантов, ничего. Но, опять же, вырастет данный молодой человек до 80. Очень даже неплохо. Играет в киевском «Динамо». Стоит 1 800 000. Это минимальная цена, но там вы сами знаете, как можно договариваться. Константинос Дзолакис из Олимпиакоса. 19 лет, 68 рейтинг. У него есть талант, между прочим, открывается на навес. И это талант не искусственного интеллекта, а когда вы будете за него играть, соответственно, тоже. Получше немножко, мне кажется, по сравнению с Русланом показатели, но, опять же, все это примерно одинаково. И данный молодой человек стоит 2,5 миллиона, уже повыше, и вырастет до 81. Доган Алимдар из Рена стоит 3 миллиона 300 тысяч, 19 лет, 70 рейтинг. 189 сантиметров роста, что-то я здесь не вижу, чтобы нам показали его навыки вратаря, если честно. Я честно его изучила. Я не знаю, ребят, почему-то нам не пишут. Вырастет данный юноша до 83. Пере Хуан
из Мальорки, испанец. 64 рейтинг. На ваших экранах все его статы. 188 сантиметров рост. Пере у нас вырастет до 81 и стоит 1 400 000. В принципе, дешево, если учитывать, какой рейтинг его впереди ждет. Алехандро Итурбе, 81 у него потенциал. 18 лет, 64 рейтинг, 186 сантиметров рост. Посмотрите, показатели желтенькие, но опять же рейтинг невероятный. И плюс у него нет фотографии. Вот это, конечно, да. Из Атлетико Мадрид. Хуан Гарсия из Эспаньола. 192 сантиметра, 68 рейтинг. Это очень хороший рейтинг для данного молодого человека. На ваших экранах его статы. И он, как нам обещают, вырастет до 83. Это очень круто. И стоит он 2,5 миллиона. Ну, здесь у него отступные, но понятно. 2,5 миллиона стоит. Другой испанец, Жульен Агерезабала из Бильбао. 187 сантиметров, 67 рейтинг. На ваших экранах нырки, позиция вратаря. Тоже талантов никаких здесь я вижу, но вырастет он до 80 и стоит 2 200 000. Неплохо. Дисанаглу, посмотрите. 74 рейтинг, не знаю, сколько ему лет на самом деле. Ну, понятно, он не из Лацио, по игре он перешел. Так что, ребята, имейте его в виду. Да, он чуть, может быть, постарше, но какой рейтинг? Потенциал 81 всего лишь, да? Ладно, 195 сантиметров рост, высокий. Подожди, мне кажется, это глюк. Мне кажется, это глюк. Почему он не пишет даже про таланты? О, я говорю, это глюки фифы, ребят. Все заработало. Итак, открывается навес и сейф ногами. Это очень крутые показатели его. Посмотрите, какие статы. Невероятно. Жаль, что только 81 потенциал. Мне кажется, на самом деле он и выше апнет его. Очень крутой тип. Стоит 7,5 миллионов. Опять же, возможно, потому что его так игра продала. Ну, Лацио его за эти деньги приобрели. О, смотри, опять исчезло все. А, вот, Алимдар тоже свой рейтинг. Короче, ребят, это какие-то глюки, я не понимаю, исчезают эти окошки. Вот. Позиция вратаря на Доган Алимдаре. Турки, да, неплохо врываются на эту вечеринку. Вандерворд. Про этого парня я знаю, я смотрела заграничных фиферов, они играли за него, один парень играл за него. Он невероятные сейвы совершает, очень крутой, очень. 190 сантиметров рост, 73 рейтинг уже, и вырастет он до 84. Ну это круто, посмотрите уже на его статы. Он бельгиец, играет в Генке. Так, стоит он 6 миллионов. Тут да, тут надо учитывать еще и цены. Не все стоят по 2 миллиона. Гаиска Аеса. Испанец, 69 рейтинг. 182 сантиметров, невысокий, к сожалению. Если где-нибудь в Англии, мне кажется, вообще не подойдет. Ну, стоит он 2 900 000, между прочим. И вырастет до 81. Анатолий Трубин. Ну, я выписала его. Но, ребят, у него рейтинг 78. Я его оставила, потому что сейчас ему 20 лет, 73. Но неужели он максимум до 78 разовьется? Ну, это очень странно. Ну, двухметровый парень. 3600 стоит из Шахтера. Сейф ногами у него. Очень крутые показатели. Я не понимаю, почему... Еще 5 пунктов и все, он больше не развивается, а ему 20. Ладно. Так, по вратарям, по-моему, прошлись, да? Все. Трубин, Аеса. Я вам еще раз так покажу. И мы движемся к правым защитникам. ПФЗ, ПЗ. Прикол, да, я так нажимаю, и сразу два окошка становятся. Это забавно. Ну да, это глюки фифы, я не знаю, почему так.
Я раньше про это даже и не обращала внимания. На такие вещи. Оказывается, вот так вот. Видите, сразу два окошка. Нет, тут Деснагло это, конечно, какая-то пушка просто. На мой скромный взгляд. Ну и Вандерворд. Я бы вот его взяла, но ценник высокий больно на этого парня. Так, ребят, идем теперь к правым защитникам. Вилфред Синго. Его ариец. ПФЗ, ПЗ, ПП. 69 рейтинг. До 82 человек развивается. Играет в Торино, как нам пишут. Скоростной дриблинг на искусственном интеллекте. Посмотрите, тут, конечно, надо делать стоп-кадры и смотреть. Завершение 39, но он защитник, нас это не волнует. Самое главное здесь что? Перехваты и разгон, правильно? Перехваты 62, разгон 75, скорость рывков 84. Ну, на самом деле, ну и пасы еще важны. На самом деле, не самые лучшие показатели, но вырастет он, вырастет до 81. Так, а по поводу пас, короткий, длинный, ну, да. В общем, думайте сами. Далее. Гонсало Эштевеш, наверное, как-то так. Португалец из Спортинга, 67 рейтинг. Вырастет до 82, 171 сантиметров. Кстати, у него 190, он может на ЦЗшника больше пойти, мне кажется. Окей, 171 сантиметр. Мастер обводки на искусственном интеллекте. Здесь показатели. И смотрим. Перехваты 58. Разгон. Нет. Мне кажется, тут надо качать и качать его. Да, уж. Пасы неплохие. Тарик Лэмпти. Я думаю, вы про него знаете. Кстати, возможно, что ему, правда, уже не 20 лет. Хотя, кто знает. Но какой у него рейтинг, а? Он очень крутой парень. Он, правда, невысокий, 163 сантиметра рост. Сейчас я посмотрю, сколько ему лет точно. 21 год, да. Он уже достаточно взрослый. Ну, мы до 20 смотрим. Зато, ребята, ну, он низкий. Да, я не понимаю, как в ВПЛ можно играть при таком росте. Все-таки там верховая борьба. Зато, смотрим. Скоростной дриблинг на искусственном интеллекте. Пасы неплохие, подкат, отбор, навес и дриблинг. Разгон, но это пушка. Перехваты 68. Выносливость неплохая, реакция. Да, но все же рост, мне кажется, решает. Стоит он 12 миллионов. Вырастет до 84. 12 миллионов. Кстати, вот сколько стоит Эштевес? 2300, я могла забыть про это. А здесь 3300. 2300 и 300. Киджана Хувер. Это голландец из Нидерланды, значит, да, парень. Из Вулвергэмптона. До 80 разовьется, 66 рейтинг. Все желтенькое, красненькое, но разгон слабенький, но можно развить. Перехваты, прыжки. Да, ребят, ну, рост хороший. Стоит он 2 миллиона. Ну, дешево, я считаю. Этан Лэрд, он из Манчестер Юнайтед, подающий надежды. Ему 19, 71 рейтинг у него. Вырастет он до 82, между прочим. Я, кстати, его за Манчестер никогда не использовал. Он у меня в аренде и там и продавался обычно так. Зрелищный, скоростной дриблинг на искусственном интеллекте и на нем же мастер обводки. Дриблинг, ну, он ближе к ПП все-таки, да? Перехваты 60. Разгон, скорость рывков. А что здесь спас? Как с пасом обстоит, тоже не очень. Ну, если вы хотите его развить, только в этом случае. Постарайтесь. Он стоит 3 миллиона 900 тысяч. Он находится в аренде, как нам пишет, игра его отдала в аренду. По-моему, на самом деле в Манчестере. Хотя, может быть, он, кстати, на самом деле в аренде в реальном футболе. По-моему, в аренде, да-да-да. Эль Хилали вырастет до 81. Марокканец, рейтинг 65, и он очень молодой. Ему 18 лет, рост 183 сантиметра. Играет в Испаньоле. Скоростной дриблинг на искусственном интеллекте. Разгон 85, рывки, ловкость. Неплохо. По перехватам, что здесь? 60. Ну, опять же, можно покачать его. 1 700 000 всего лишь, это очень дешево, мне кажется. Брэндон Сапи. Это француз из Удинеза.
Рейтинг 70, но уже ему 20 лет. 181 сантиметров рост. Тоже дриблинг. Разгон. Перехваты 63. Окей, стоит 3 миллиона 300 тысяч. Вырастет до 81. Ян Куто, бразилец. ПЗ, ПП, ПФЗ. Универсал, да? Но рост невысокий. У Сапио 181, а здесь 169. Играет в Браге. 67 рейтинг. Вот его статы. Разгон нормальный. Перехваты не очень. Вот что у них с перехватами? Наверное, все это надо, конечно, качать. Куто вырастет до 81. Стоит он 2 миллиона 300 тысяч. Из Браги. Сарделла. Килиан Сарделла. Бельгиец. 19 лет, 68 рейтинг. Играет в Андерлехте. 177 сантиметров рост. Пас короткий, хороший. Владение, дриблинг, отбор. Разгон, ну, нормально пойдет. Перехваты вообще, конечно, 60, но это да. Сарделла стоит 2 миллиона 700 тысяч. И вырастет он до 80. Уго Сикве. Тоже бельгиец, но посмотрите, какие у него таланты. И у него уже рейтинг 71. Как нам обещают, до 84 разовьется молодой человек. 175 сантиметров рост. Ранние навесы, длинные пасы. Разгон 77, перехваты 63. Вот тут я думаю, что-то можно из него слепить. Тут уже намного лучше дела обстоят, если прям вот вы хотите, чтобы не с нуля качать, так скажем. Но 4 миллиона 300 тысяч, в принципе, нормальная цена даже. Ну, у него отступные, как вы видите. Но я думаю, можно и до 5 сторговаться. Араухо, наверное. Хулиан Араухо. Хулиан, наверное. Из Galaxy, мексиканец, 71 рейтинг. Обещают нам, что он апнет рейтинг максимальный 80. ПЗ, ПП, ПФЗ, 175 сантиметров рост. У него уровень атаки и защиты высокая. Подкаты на искусственном интеллекте. Значит, у него отбор хороший, да, мы это уже видим. Разгон, баланс, выносливость, скорость рывков, ловкость, напор. Перехваты 63. Мне кажется, тут можно слепить. Правда, ему уже не 18, не 17 лет. Стоит он 3 900. Мне кажется, хороший вариант. Почему-то на фотке он брюнет, здесь он блондин, но бывает. Паскотти, как-то Паскотти. Эстонец из Тоттенхэма. Максим его зовут. В общем, Максимке 182 сантиметров рост. Сантиметра. Уровень атаки высокий, защиты средний. Как-то все печально, ребята, очень даже. Вот он кивает, говорит нам об этом. Паскотти вырастет до 80, между прочим. И стоит он миллион. Но он только что перешел, я думаю, это правда талант. Просто почему-то FIFA ему очень низкие рейтинги дала. Брэндон Уильямс находится в аренде в Норвиче в реальном футболе и здесь, соответственно. Но я знаю про него, что он подает надежды. 182 сантиметра рост. Подкаты, дриблинг, он очень хорош для чемпионшипа, для средней команды АПЛ, мне кажется, да. Ну, для Манчестера тоже, но все-таки, мне кажется, он ничего не тянет его. Разгон, перехваты, собранность, ну, вы все видите на ваших экранах. Очень хорошие показатели. Отбор. 21 год ему уже, да. Защита средняя, атака высокая. Стоит он 6 миллионов, ну плюс он апнет побольше еще, наверное. Хотя можно и за 6, мне кажется, договориться летом следующим, когда он придет обратно в МЮ. И Уильямс вырастет до 80, к сожалению, всего лишь. Неко Уильямс из Ливерпуля. Помоложе, рейтинг пониже. 183 сантиметра. Никаких талантов, как мы видим. Ну, так что среднее. Этот валиец апнет, как нам обещают, 82, между прочим. Вот так вот, ребят. Так что учитывайте это. 3 миллиона 200 тысяч он стоит. В Тоттенхэм он не пошел. И у него геймфейс, по-моему, да. Джастин Че. Это американец из футбольного клуба Даллас. 67 рейтинг, 185 сантиметров рост. Высокий атаки уровень и уровень защиты тоже высокий. Подкаты, длинные пасы. Отбор, ну, значит, он хорош на перехватах будет, хотя 64, но можно подкачать. Разгон, ловкость, прыжки. 2 миллиона 300 тысяч, и обещают нам, что этот парень вырастет до 82. Тимоти Пембеле, который сейчас находится в аренде в Бордо, принадлежит Пари Сен-Жермену, ему 19 лет, 71 рейтинг, 182 сантиметра рост, атака высокая, защита средняя, да. Он может быть и ЦЗшником, кстати говоря.
разгон хороший, перехваты, все это качается. Это бист будущий, как мне кажется, и в реальном футболе. Пембеле вырастет до 81. Я думаю, потом его до 86 сделают через несколько фиф. 3900 он стоит, но он в аренде в Бордо. Коди Драмех из Лидса, англичанин, 64 рейтинг, 184 сантиметра рост. Ну, даже можно на ЦЗ, мне кажется, таким ростом использовать. Хотя в Англии надо повыше быть. Ну, вдруг у него прыжки хорошие. Талант у него скоростной дриблинг. Прыжки нет, не очень. Разгон, перехваты. Стоит он 1,5 миллиона евро, у меня тут цены. А обещает нам, что он может развиться до 80. Тино Ливраменто. На удивление, я думала, что он испанец, а он англичанин. 173 сантиметра рост, нормальный для защитника крайнего. ПЗ, ПФЗ, 67 рейтинг. Разгон 83, перехваты 63, все это качается. Из Саутгемптона юноша. 2 миллиона 300 тысяч, он только что перешел в Саутгемптон, как нам пишут. И он может вырасти до 80. Джереми Нгаки, да, это же англичанин. 71 рейтинг, я не знаю, на самом деле, наверное, ему сейчас 21, хотя кто знает. Но пусть он у вас будет тоже. На листочке выписан разгон, перехваты, но на самом деле, мне кажется, не самые лучшие показатели, хотя рейтинг уже хороший. Из Уотфорда стоит 4 миллиона, однако же, да, и обещают нам, что он апнет 81 рейтинг. Жереми Фримпонг из Нидерланд, 75 рейтинг. Ребята, 171 сантиметр, высокий уровень атаки и защиты, средний, ну как у него. Зато у него зрелищность, скоростной дриблинг, то есть круто-круто. Посмотрите, какие статы. Разгон, это пушка. Перехваты, ну тут, блин, скорее всего, это больше на ПП, но опять же надо, чтобы он завершал, но он не умеет. Значит, надо ему качать вам перехваты, если вы его приобретете из ливеркузенского Байера. Стоит очень дорого, да, 12 миллионов, и я думаю, там от 15 начнут торговаться. И обещают нам, что вырастет он до 84. Джо Скалли из Америки, парень. Уровень атаки высокий, защита средний. Разгон нормальный, перехваты 62. Опять же, все это качается. Талантов нет. 3 миллиона 200 тысяч, он ушел в аренду в Унион. На самом деле, не знаю, кому он принадлежит. Это здесь он перешел в аренду. И он еще на ЛЗ может сыграть, что очень даже хорошо. 184 сантиметра рост, правая нога. Но вы все это сами видите, я все озвучивать не буду. Скалли может развиться до 82. Вайноман, наверное, как так читается его фамилия, это немец Джоша из Гамбурга. ПЗ, ЛЗ, ПП, это очень круто, он универсал, 187 сантиметров рост, на втором этаже тоже будет бороться. Обещают нам, что он может апнуть 80 всего лишь, ну ладно. Таланты, дальнее вбрасывание, скоростной дриблинг. Ну, кстати, там все было желтенькое, разгон хороший, рывки хорошие, выносливость и сила. Перехваты не очень, а завершение 48, да, ну... Смотрите сами. Стоит он 5 миллионов. Кстати, недорого, мне кажется, для такого парня. Divine Range из Голландии. 19 лет, 74 рейтинг. Это круто. 179 сантиметра рост. Высокий уровень атаки, средней защиты. Из Аякса юноша. Ну, у него хорошие статы. Разгон, перехваты, прыжки. Ну, ребят, вот тут, мне кажется, очень даже неплохой вариант. Стоит, правда, 8,5 миллиона, и даже до 18 могут за него потребовать. Обещают, что он может развиться до 85. Вот это я считаю пушкой. И, кстати, если FIFA так пишет, обычно они потом уходят в серьезные клубы. Ну, Аякс мы знаем, они воспитывают молодежь и потом отдают их, продают, так что хорошие деньги на нем сделают. Мало Густо, француз из Лиона, 18 лет, 69 рейтинг, 179 сантиметров рост. Атака и защита средняя. Ну, здесь разгон. Не самые лучшие перехваты. Да, надо качать этого парня. Что делать? Стоит он 3 миллиона 100 тысяч. Неплохо. Густо это означает доволен, да, с испанского. Ну, он счастлив. 81 рейтинг может апнуть юноша. Неплохо. Сержини Дест я просто выписала, чтобы вы знали. Вдруг вы не знаете, да, ха-ха. Ну, как он может развиться. 175 сантиметров рост, ПЗ, ПФ, ЛЗ, американец, очень талантливый, в Барселоне играет.
Ну, это просто чтобы был. Рывки, разгон, ну, перехваты не самые лучшие, но у него тут, наверное, больше завершения. Хотя нет, завершение 58. 22,5 миллиона, обалдеть. И до 43 можно торговаться. До 85 разовьется американец. Давид Зима, чех, 75 рейтинг, 21 год, ЦЗ. Мы переходим к центральным защитникам. 190 сантиметров рост, это очень хороший рост. Высокий уровень атаки и защиты, ребята, обратите на это внимание. Отбор, подкат, чтение в защите, он очень хорош. Разгон для защитника очень крутой. Перехваты. Я тоже на заметку возьму его. Без геймфейса, к сожалению. И старина. 8 миллионов он стоит. Но вы учтите его. Может он апнуть, как нам обещают. 81 рейтинг. Малик Шао, как-то так он читается, немец, 69 рейтинг, но он очень может развиться, как я знаю, и Шальке 04. Ну, тут отбор, игра головой, у него прыжки, значит, должны быть нормальные. Перехваты 70, неплохо. Разгон такой себе. Прыжки, да, хорошие, силы 75. Стоит он 3 миллиона 200 тысяч и может развиться до 81. Алехандро Франкес, не знаю, как правильно читается. Испанец, 71 рейтинг, 180 сантиметров рост. Ну, тут 191, то 180. Такой худенький паренек. Ну, 70 килограмм, но очень легкий. Атака низкая, зато защита высокая, да, казалось бы. Посмотрите, отбор, подкаты, чтение в защите. У него хороший разгон, перехваты хорошие, прыжки. Ну, можно развить его. Стоит он 3 800, а развиться он может до 82. Микки Ван де Вен, голландец, 69 рейтинг, ЦЗЛЗ, рост 193 сантиметра. Да, высокий уровень атаки, защита средний. Скоростной дриблинг, отбор 71, разгон не очень, но рывки хорошие. Перехваты 68, сила 81, крепкий парень. 3200 стоит, в Вольсбурге играет, только что перешел. Но вы его возьмите на карандаш. Развиться может до 84. Одилон Кусуну, Эвуари, ЦЗПЗ, 191 сантиметр рост. Высокий уровень атаки, защиты средний, нога правая. 75 рейтинг. Длинные пасы. Да, посмотрите, у него разгон не очень, но рывки 86, перехваты 73, напор 76, прыжки, да, сила. Хорош. Он перешел только что в Ливеркузен Байер. 12 миллионов ценник на него. И 84 может апнуть. Йошка Гвардиол, ну я думаю, вы про него знаете. Хорват, 77 рейтинг, 185 сантиметра рост. Ох, у него, смотрите, мощный удар головой. ЦЗЛЗ. Значит, у него прыжки хорошие. Разгон, рывки, перехваты, прыжки, да. Стоит он 21,5 миллион из Лейпцига. Лейпциг потом его куда-нибудь в Англию, наверное, продаст. И обещает, что он может развиться до 87. Это, по-моему, самый высокий рейтинг, который мы пока что озвучивали. Пьеро Хинкапье, эквадорец, 71 рейтинг, 183 сантиметра рост. Да, тут все по высокому, здесь среднее. Разгон, рывки, перехваты, ну, 70, зато прыжки. И он тоже из Ливеркузена Байера, как и Касуну. Стоит 3 800, только что перешел. И, ребята, Хинкапи до 81 может развиться. Инасио, Гоншалу, наверное, раз у нас португалец. Гоншалу Инасио, 77 рейтинг, это очень круто. 20 лет, 185 сантиметра рост. Ну и вес нормальный, и среднее-среднее. Разгон, перехваты, ну прыжки не очень. Ну зато, ребята, мне кажется, пас там можно отдать за него нормальный. Инасио стоит 21,5 миллион. Из Спортинга парень. Развиться может до 86. Марато из Бенфики, бразилец. 71 рейтинг. Длинный пас, отбор, сила, напор. Ну, такое все, средненькое. 4 миллиона 200 тысяч и обещает, что он может до 86, между прочим, развиться. Гарсия Макналти. Я думал, шотландец, но нет, он ирландец. Играет в Вольсбурге. Анселмо его зовут. 65 рейтинг. 187 сантиметра рост. Среднее-среднее. Прыжки и сила, но разгон не очень, да. Купить его можно за 1 700 000, он только что перешел, правда. Обещают, что он может развиться до 81. Дешево, кстати, он стоит.
Мартон Дардай, немец, ЦЗ ЦОП, 188 сантиметра. Из Герты берлинской, средняя-средняя. Прыжки, сила, перехваты, но тоже очень даже перспективный. 4200 он стоит, до 83 он может развиться. Намди Коллинс, немец, из Дортмундской Боруссии, ЦЗ 62 рейтинг, 188 сантиметра. Скоростной дриблинг. Ну, здесь все как бы не очень, ну, разгон хороший. Перехваты, все это надо, конечно, качать. Стоит миллион, только миллион, только перешел. И я даже не знаю, откуда он перешел, из юношеской академии, наверное, скорее всего. И обещают нам, что он до 82 апнется. Милаиро Багарде. ЦЗ ЦОП ПЗ, между прочим, 182 сантиметра, из Хофенхайма голландец. Да. Не самые лучшие показатели. Стоит 1 700 000. Может развиться до 81. Ну, в принципе, можно поработать и что-то вылепить. Илья Забарный, украинец из киевского Динамо, 186 сантиметров, хороший рост. Средняя-средняя. Защита. Но он чисто прям вот перехватывать будет все. Волнорез такой, да, на ЦЗ, если можно так назвать. Скорость рывков и разгон не самый лучший, но все остальное в порядке. 6 миллионов стоит, отвергнул он всех, решил остаться в киевском Динамо в нашей карьере, да, которую я создала условно. За 6 миллионов можно купить, по контракту, наверное, не договорился. Вырастет он до 82. Брандвейт, юноша из Эвертона, англичанин. Все очень плохо, но я думаю, все развивается. Высокий уровень защиты. 2,5 миллиона. 2,5 это очень дешево. Обещают нам, что он может вырасти до 84, между прочим. Натан Коллинс, ирландец, 72 рейтинг. Вырастет до 82, из Бернли он. 193 сантиметра, ну, защита высокая, да, посмотрите. Ну, неплохие статы, мне кажется, даже получше, чем у Брандвейта. Стоит 4800, только что перешел. Ньянзу Тангай, который Куаси, да, как еще пишут. У него один талант, склонный к травмам. Из Баварии, юнец. Но он хорош. Разгон 71, прыжки 77, перехваты 71. Стоит он 5 миллионов. На самом деле его можно за 7, наверное, только за 6 взять. Тангай. И вырастет он до 85, ребят. Жан-Клер Тадибо я просто выписал, потому что он мне симпатичен. Ну, и он уже возрастной для нас, да, 22 года все-таки. Ну, статы прокручу вам. Он хорош. Играл в Барсе, сейчас в Ницце играет. Цена у него высокая достаточно. Но может развиться он, кстати, для интереса. Я выписала, сейчас скажу. До 84. Льюи Колвилл. Вот, ребята, в Челси. Мне кажется, он не в Челси, на самом деле. Хотя... Да, я думал, он в аренде где-то. Ну ладно. 191 сантиметр. Высокий уровень атаки. Защита средняя. Длинные пасы. Разгон, баланс, прыжки, сила. Да, он в аренде. Он просто принадлежит Челси. Вот я и удивлена. Он где-то в чемпионшипе играет. 2700 он стоит. И, кстати, он развиться может. До 83, ребятки. До 83. Чарли Кресвелл из Лидса, англичанин, 64 рейтинг, средние атаки и защиты уровень. Ничего особенного, я вам скажу. Вообще ничего особенного. Стоит 1 400 000, но он подающий надежды. И он может развиться до 81, ребята. Ну, это интересно. Сеп Ванденберг, который на самом деле сейчас, как и здесь, в аренде, где-то в Престоне, по-моему, в чемпионшипе. Это голландец, принадлежащий Ливерпулю, среднее все у него. Но он подающий надежды и ПФЗ. ПЗ может сыграть, 69 рейтинг. Ну, рывки, перехваты, в принципе, неплохо, выносливость, сила. Все ему можно подкачать. Стоит он 3200. И 81 рейтинг может апнуть. Уэсли Фофана — это бестяра, который играет в Лестере. Дорогой. Ну, хорошие статы, перехваты, прыжки. Скорость рывков отлично. Я его использую в карьере за Манчестер Юнайтед. Стоит он 33 миллиона. Соответственно, тут, видите, от 41. И отступные у него есть. Уэсли может развиться
до 86, между прочим. Теден Менги, которого я в Манчестере не использую. Англичанин, 66 рейтинг, высокий уровень атаки и защиты. 183 сантиметра, рост, правда, не очень хороший. Длинные пасы, и вот здесь вот посмотрите, разгон, рывки. Когда они такое ему сделали? По-моему, когда начинал карьеру в сентябре за Манчестер, таких и не было показателей, хотя... Надо посмотреть, возможно, они ему улучшили, может быть, я просто не обращала внимания. Да, надо обратить внимание, мне, кстати, на него тоже. Стоит он 200. Ну, дешево, ребят, берите Менги, это бист. Рост невысокий, но нормально. Он вас вытащит, я думаю. Развиться может до 82. Ерсон Москера, колумбиец из Вулвергемптона, 65 рейтинг. Средний и высокий уровень атаки и защиты, соответственно. Разгон, рывки, прыжки, сила, перехваты, ну неплохо. Стоит 1 800 000, только что перешел к волкам. И Москера может развиться до 81. Эндрю Омобамиделе, ирландец, с такой фамилией интересной. 68 рейтинг, 188 сантиметра рост. Отбор, защита, разгон, прыжки. Очень хорош, очень. Кстати, а у Менги что с прыжками еще раз? Да, ребят, неплохие ребятки все. Средняя атака, высокая защита. Вы можете его купить за 2 700 000. Что же говорит нам сайт? Что до 81 он может развиться. Марио Вушкович из Хайдук Сплит. Хорват, 73 рейтинг. 189 сантиметра рост. Разгон не очень, напор, перехваты, прыжки, сила. Нормально. 7 миллионов. Дороже стоит Менги, обалдеть. Но, ребята, если у Менги 66 рейтинг, здесь 73 рейтинг. И развиться данный парень может 85, между прочим. Сумайла Кулибали, француз, из Дортмунда, 18 лет, 62 рейтинг, 191 сантиметр рост, все среднее. Ну, прыжки хорошие, но все на ваших экранах. Левоногий. 950 000. Они, кстати, его по отступным продадут, но я думаю, что это дорого за него. Вырасти он может до 81. Зено де Баст, бельгиец, Зено де Баст, из Андерлехта, 63 рейтинг, 191 сантиметр рост, сила. Ну, остальное все им надо качать и качать, разгоны, перехваты. Да уж. Стоит он 1 100 000 всего лишь, но это оправданно. И может вырасти он до 81. Армел Белла Качап. Я в том сезоне смотрела, в том году, как за него играют. Он очень хорош. 190 сантиметров рост, из Бохума. 72 рейтинг в 20 лет. Это очень круто. Крепкий игрок, здесь нам сказано. Отбор, подкат, но он прям вот защитник-защитник. Перехваты, разгон, рывки, прыжки и сила. Очень круто. Этот немец стоит 5,5 миллиона. Достаточно дешево, мне кажется. И можно его развить до 85. Мартин Витик, чех. Из Спарты пражской, 69 рейтинг, 192 сантиметра. Средняя-средняя. Тоже у него все на отборах построено. Сила, напор, но вот уже остальное все послабее. Стоит он 300. И Витика можно развить до 81. Рамон Хендрикс, ЦЗЛЗ, 189 сантиметра. Голландец из Фейнорда. Средняя, высокая. Тут еще звезды, я это все не буду озвучивать, вы смотрите сами. Подкат 73, разгон, сила, ну, неплохие статы. 2300 он стоит, дешево. Ну, в принципе, ну, может быть, за 1,5 договориться, но мне кажется, не получится. Разовьется до 80. Эрик Гарсия из Барселоны, 77 рейтинг. Не знаю, сколько ему лет на самом деле. Посмотрите, ну, очень хорошие статы. Ну да, разгон не очень, но рывки неплохие, перехваты. 182 сантиметра, правда, рост всего лишь. 22 миллиона, обалдеть, ценник, конечно. Ну, ребят, тут смотрите сами, до 85 может развиться этот испанец. Хон Пачеко, испанец, 66 рейтинг, Реал Сосьедад. Ну, все что-то как-то печально. 2 миллиона он стоит. Из Реал Сосьедада 81 рейтинг может апнуть. Луис Бинкс, англичанин, 188 сантиметра рост, из Болоньи, удивительно, 70 рейтинг.
подкаты на искусственном интеллекте, ну все остальное печально, прыжки, выносливость, сила, перехваты и напор хорошие. 3 миллиона 300 тысяч, ребят, он правда играет в Болонье. До 81 может развиться этот парень. Этан Ампаду, вот с такой замечательной прической, валиец из Лестера, ЦЗЦП ЦОП, 183 сантиметра. Подкаты также на искусственном интеллекте, отборы, короткие пасы и прыжки. Ну, очень сомнительно, но на самом деле не в Лестере, ребят. Это обман, он не в Лестере. 3200 он стоит, Ампаду до 81 вырастет. Лоренцо Пиролло, итальянец, 66 рейтинг, 185 сантиметра, отбор, прыжки, сила. 2 миллиона 100 тысяч он стоит из Монза. Так, и Пиролло, нам говорят, до 82, между прочим, разовьется, очень круто. Жюрьен Тимбер, Нидерланды, посмотрите, 78 рейтинг, обалдеть, 179 сантиметра рост, но это ПЗшник, это вряд ли ЦЗшник. Атака высокая, защита средняя. Защита хорошая у него. И пас хороший. Посмотрите на эти статы, ребят. Но это точно не ЦЗ, это ПЗшник. 29 миллионов, он на самом деле не в Брюгге. Ну пусть, в общем, вы его имеете в виду. Он откуда-то из Голландии. Тимбер может развиться до 87. Ну, кто бы сомневался. Жига Лачи, словенец, 69 рейтинг, 187 сантиметров, низкий уровень атаки средней защиты. Ну да, здесь еще и атака высокая, ладно. Мощный удар головой, защита хорошая, отбор хороший, рывки неплохие, перехват. Ну, работать с ним надо. Из Афин 300 он стоит, развиться может до 81. Кристофер Вух, француз из Ланса, который сейчас на втором месте во французской лиге 1 идет, этот Ланс. Великолепно играет. 67 рейтинг. 191 сантиметр рост, средняя, голова. Ну, тут, ребят, тут прям чисто замыкать с угловых. Рывки, прыжки, сила, перехваты. Стоит он 2 миллиона 300 тысяч, только что перешел в Ланс. И я думаю, что, если верить, развиться он может до 80. Бенуа Бадиашиль из Монако, француз, ну, я думаю, вы про него слышали. Если вы смотрите Лигу 1, средняя атака, высокая защита, 194 сантиметра рост. Пас хороший, голова, длинный пас, короткий пас, отбор, подкат, чтение в защите. Прыжки, сила, реакция, да, собранность, перехват. Ну вот разгон хромает, очень хромает, но рывки 67. 20 миллионов он стоит. Развиться он может до 84. Сайду Соу из Сент-Этьена, у которого сейчас очень плохо у этого клуба дела, невероятно плохо. Из Гвинеи, 70 рейтинг, 185 сантиметра рост, атака средняя, защита высокая. Отбор, игра головой. Я вам то, что зелененькое озвучиваю, соответственно. Прыжки и сила. Стоит он 3200, ну, можно за 4, наверное, взять. 81 рейтинг может апнуть. Синали Диаманде Эварит из Леона. 184 сантиметра, средняя. Защита, отбор, голова, пас. Напор, собранность, перехваты, прыжки, сила. Очень неплохой паренек. Стоит 6 миллионов, дороговато, мне кажется. И может апнуть до 81 свой рейтинг. Кастелло Лукеба, француз из Леона, опять же 184 сантиметра, средняя, прыжки 76, все остальное надо качать. Ну, ему 19 лет, он только что перешел, правда, но стоит 1 900 000. Можете попробовать его в аренду взять, если они согласятся. Апнется до 80. Павлович, наверное, Монако, серб, 70 рейтинг, 194 сантиметра. Посмотрите, сколько, да, из Монако уже. И вообще из французской лиги. Владение, игра головой. Ну, не самые лучшие показатели. 3 миллиона 300 тысяч он стоит. Может до 80 развиться. Мигель. Вот насчет Мигеля, кстати. Так, мы переходим к ЛЗшникам плавно. Мигеля я не нашла. Его нет. Я не знаю, как он правильно. Там название есть, но имя его полное у этого испанца, но его не знает тот сайт, на котором я смотрела. Из мадридского Реала 69 рейтинг, 180 сантиметров. Так что, ребят, я не знаю, до скольки он может апнуться. Ну, может быть, до 80 апнется. Разгон неплохой. Стоит 3200. Алекс Бальде, испанец из Барселоны, 68 рейтинг. Только разгоны, рывки неплохие, остальное все слабенькое. Но он еще и ЛПшником может быть. Но для ЛПшника у него и завершение плохой, а пас, ну, такое себе. Но можно развить. Он дешево стоит, 2700.
Если вы играете в какой-нибудь команде чемпионшипа, можете за эту команду его взять с превеликим удовольствием. Развиться он может до 83. Лука Нетс. Вот этот паренек, про него много разговоров. Сейчас ЛЗЛП, 180 сантиметра рост, 83 килограмм. Уровень атаки высокий, защита средний. Навесы, дриблинг, отбор, подкат, разгон, рывки. Он играет за Мönchengladbachскую Боруссию, стоит 3,5 миллиона, только что перешел. И 85 рейтинг у него может быть. Жулиан Ауде, аргентинец, или Хулиан Ауде. 67 рейтинг, ЛЗ ЦОП, 180 сантиметра. Владение, дриблинг, ну неплохо. Разгон, ловкость, баланс, выносливость, собранность. Ну, перехваты хромают. 2,5 миллиона из Атлетико Ланус. Это откуда-то, наверное, из Аргентины, да, соответственно, он. 82 может рейтинг апнуть. Малвин Барт. Ну, ребят, тут разговор излишний. Кто следит за французской лигой, знает про него. Он играет в Ницце, очень хорош. Молодой, все у него впереди. Владение, навесы, дриблинг, отбор. Тут все на ваших экранах. Мелвин, наверное, да? Ну, Мелвин, скорее всего. 6,5 миллионов стоит, только что перешел. 82 рейтинг. Может апнуть. Он играл в Лионе, насколько я помню. Адриан Труфер. Адриан в реальном футболе забил 2 гола. На самом деле он не в Леванте играет. Он защитник и забил 2 гола. Но он еще, видите, на ЛФА может быть. 173 сантиметра. Очень хорошие показатели у него. Разгон, рывки. Ну, все на ваших экранах. Перехваты, реакция, прыжки. 10,5 миллионов стоил. В принципе, если начинаете карьеру, обратите на него внимание. Очень хороший паренек. 82 рейтинг может апнуть. Француз. По поводу вот этого вот парня, которого зовут Эрик, никакой информации нет. 66 рейтинг, играет в Аль-Айн, бразилец. Я вам покажу зрелищность мастер-обводки, но я не знаю, какой он рейтинг может апнуть, но он подающий надежды. ЛЗЛП. Посмотрите, какие статы хорошие. Стоит 1 800 000. Но не знаю, насколько может развиться. Фредерик Опегор, наверное. Норвежец. ЛЗ. 64 рейтинг, 175 сантиметров. Из ПСВ. Ранние навесы, между прочим. Разгон, рывки, ловкость и баланс. У него апнется до 80. Стоит 1,5 миллиона евро. Рикардо Калафьори, итальянец из Ромы, но у него склонность к травмам, 183 сантиметра, ЛЗЛП, владение, навесы, удары. Ну, неплохо он бьет, кстати, да? Наверное, на ЛП тоже неплохо. Перехваты слабые, разгоны слабые. Ну, не, у него завершение 30 просто. 3200 стоит он. Может развиться до 81. Этот итальянец. Альфонсо Дэвис я просто выписала, чтобы он был. Ну, он прекрасен. И развивается он до 90. Но Катербах, немец из Кёльна. Неплохие показатели у него. 71 рейтинг, 178 сантиметра рост. 3900 стоит. Вперед, покупайте его. Мне кажется, с ним можно договориться. И развивается он до 82. Аарон Хиккей, шотландец из Уэски. 73 рейтинг, а ему 19 лет. ЛЗПЗ, 175 сантиметров, высокая. Ранние навесы, длинные пасы. Владение, навесы, отбор, подкат. Посмотрите, разгон, рывки, ловкость, собранность и выносливость. Стоит он 6,5 миллиона. Он в аренде. На самом деле он знает, что он не в Уэске. Забываем то, что я сказала, что он из Уэски. Я без понятия, где он на самом деле. И развивается до 84. Райан Айт-Нури, все-таки француз, 180 сантиметра, рост, из Вулвергэмптона. Посмотрите, какие у него статы хорошие. Все на ваших экранах. ЛФЗ 9 миллионов, только что перешел, к сожалению. Но можно его за 9 взять, за 10 где-то. И развивается он до 84. Люк Томас, англичанин из Лестер, я его в том сезоне брала, у него был другой геймфейс. Тут ему сделали, опять же, не похожий. 20 лет, 73 рейтинг, 177 сантиметра рост. Блин, в следующем сезоне половина этих ребят уже 21 год будет. И они не будут уже в списке, наверное, подающих. Хотя 21 еще, наверное, подающая надежда.
Разгон, рывки, перехваты, прыжки, выносливость, все очень даже в порядке. У него высокая-высокая. 6,5 миллиона стоит. 82 рейтинг может получить. Ну, ребят, это был последний защитник. Тут у меня огромный список, поэтому я и говорю, нет смысла даже продолжать, и так ролик затянется. Все они потенциально очень могут развиться хорошо, многообещающие, подающие надежды, перспективные. Есть в них что-то особенное. Вот таких я искала. Я жду от вас лойса, вот такого лайка жирного, за то, что все-таки я огромную работу проделал. У меня уже устал язык и горло говорить. Но, ребят, все для вас. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. Через недельку где-то ожидайте ролик про линию полузащиты, а далее нападение. Если соберем много лайков и просмотров, пораньше выпущу этот ролик. Но пока что осваивайте линию защиты. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Я старалась для вас. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И жду от вас ответной реакции. Всем большое спасибо. Пока. Увидимся. Болейте только футболом. Эти ребята стоят того, чтобы их подписать.